Мы долго думали, где в начале весны найти и теплое море, и вкусные апельсины, и районы, в которых можно лазать круглый год. Мы прилетели в Турцию и отправляемся туда, где скалы. Первое, что мы сделали в аэропорту Анталии, взяли заранее забронированную в прокате машину и проложили маршрут до скалолазного района Гейк-Баири. 42 минуты, 38 километров. Гейк-Баири – это самый большой район в Турции, и именно там мы будем жить все несколько дней нашего путешествия. Дорога оказалась совсем несложная и очень красивая, особенно на подъезде к самому кемпингу, который почти со всех сторон окружен скалами. Да, мы решили остановиться в кемпинге, что и делают большинство скалолазов, приезжающих сюда. Кемпингов в районе несколько, нашим же выбором стал Есито, и это было не зря. Но давайте все нюансы того, как здесь живется и лазается, как обычно, расскажут герои этого видео. Всем привет! Меня зовут Валя, я скалолазка из Беларуси, но живу в Москве последние 5 лет. И я приехала в Турцию 3 месяца назад. Очень много скалолазных районов закрыто на данный момент для посещения, а Турция открыта, и очень большому количеству стран можно сюда въезжать без какой-либо проблемы. То есть просто ты приезжаешь с готовым ПЦР отрицательным тестом. Здесь можно по этой причине встретить огромное количество людей с самых разных стран. Здесь вы можете встретить Австралию, Канаду, Америку, Малайзию, очень много европейцев, даже Исландию. Даже исландцы приехали в Турцию. Hi, my name is Miguel. I'm from Spain, and I came here because it's a great combination for beach and climbing, actually. So my family is in an apartment with the kids by the beach, and I decided to come here climbing because, well, I think this place is actually very unique. I had never come here before, but I had heard about it, and it had definitely exceeded my expectations. This camping that we are at, it's called Jusito, and it's just such an amazing integration between the world, the nature, and a campsite that it's so comfortable. It has definitely exceeded my expectations. Меня зовут Никита, я из города Санкт-Петербург. Я скалолаз-любитель, лазаю в основном в скалодроме. Приехал первый раз на скалы в Турцию. Приехал попробовать свои силы в лазании на естественном рельефе. И это очень здорово. Это очень здорово, но совершенно по-другому. Для примера, на скалодроме я могу вылезти 6С. Здесь мне с трудом дается 6Б, иногда даже 6А не дается. Совершенно все по-другому. Безумно страшно. Но со временем привыкаешь. И вот, преодолевая себя, пытаешься чего-то достичь нового. И это очень здорово. Меня зовут Александр, я также из Санкт-Петербурга. В Анталии был уже 2 года назад. На новогодние праздники тут мы были другой компанией. Очень все понравилось. Для меня тогда это был первый опыт. И сейчас в условиях пандемии захотелось как-то сменить обстановку. Ну и также окунуться во всю эту атмосферу. Здесь очень круто. Очень классные пейзажи, очень добрые, вежливые, приветливые люди. Ну, просто здесь очень хорошо. Здесь большое разнообразие трасс, как для новичков, так и для профессионалов. И, ну, конечно, впечатляет, когда лезет профессионал, там, 8, 7, не знаю. Но и здорово, что, ну, ты не чувствуешь себя здесь как-то
отрешенным каким-то, потому что здесь есть такие же любители, как и ты, с которыми ты пересекаешься, общаешься и так далее. Это здорово. Такое большое-большое комьюнити. Ну да, все очень приветливые, доброжелательные. Ну, сейчас я не о местных жителях, а именно о скалолазной культуре, то есть всегда поздороваются, там поддерживают диалог, радушно, душевно. Да, мне кажется, скалолазание — это тот вид спорта, который случайных людей сразу отсеивает. Здесь все классные, в этом спорте все классные. Меня зовут Виталий, я из Украины, из Днепра, и приехал сюда уже не первый раз. Вообще наша тусовка, как бы вся Днепропетровска, сюда часто приезжает, последние годы очень любят это место. Ну вот я когда первый раз сюда приезжал весной, и это было середина апреля, было прям тепло. Мы приехали ночью и ходили просто вот так вот в кофте. И вот мне запомнилось, что было прям тепло и классно, мы загорали. Вот в этом году мы приехали и так немножечко свежо, но в принципе еще мало. Я приезжал сюда в октябре, в ноябре, и все было хорошо с погодой. Практически не было дождей, во всяком случае, когда я приезжал, и было днем тепло. Под скалами есть секторы, где прям очень жарко. И если такой солнечный день, то всегда можно уйти в тень. Там, в общем, есть разные секторы. Можно лазать в тени, можно лазать на солнце, очень подобрать под себя условия. Ну, здесь все есть для начинающих и для тех людей, которые лазят только в болдер-зале и там на скалах еще они не умеют и не работать, ничего. Все есть, но нужно, конечно, выбирать маршруты, вот, но их очень много, и здесь прям возле лагеря можно отойти буквально через дорогу перейти. Как раз такой учебный сектор хороший, где можно людей повесить, и чтобы они попробовали, привыкли к скалам. Очень много маршрутов, самых разных. И очень разнообразный рельеф, очень богатый. Очень здорово в этом плане. Здесь никогда не было вопросов в плане того, что страшная пробивка какая-то такая неудобная. Очень приятные маршруты. Само место такое, не знаю, атмосферное. Мне очень нравится. Тут можно лазать, можно не лазать, просто прийти в ресторан или там на кухню, там тусовочное место. Просто сидеть, общаться, и там куча народу, там, через пару дней ты даже если не сильно говоришь по-английски, ты все равно там что-то ты понимаешь, и с кем-то ты уже начинаешь общаться. А если ты еще находишь какой-то точки соприкосновения в плане маршрутов, вообще тут очень все легко. Можно там все спросить, все узнать, есть гайды, там, просто поспрашивать, если не стесняться говорить с людьми. My name is Tobias Haug. I am running and also was the founder of the Yosito camp, together with two friends of mine, Jost and Siri. Yeah, it's a little interesting story how I came here first. It was actually by chance. Turkey was not a climbing destination in this time, like internationally known. So I came here for a wedding of a friend of mine, and this girl had a Turkish family, so she did one more big party here around in the area of Antalya. And I checked if there is something to climb maybe here, and there was still a little place to climb it down at the beach, which is called Akyala. So we put the drill machine next to the wedding shoots and opened some routes there, and met somebody who knew this place here, Geikbayri, where we are now at the moment, and yeah, showed me around, and I directly fell in love with this nice place here, and I came back several times, so helping the locals to open some routes here. And then slowly came the idea to settle here and do a nice place for the climbers. So in our place from the beginning on there was like the philosophy that it should be a very nice place for the climbers, and also that mostly all the people who are working here are climbers, so it's run by climbers, it's for climbers, and also it's a system where the people who come and stay in our camp indirectly
profit and also at the same time give something back to the area here for bolting and rebolting maintenance, and also for opportunity for the local climbers to have a workplace next to a climbing area. We started the camping very small. Actually, I moved here with a tent in the valley. There was nobody that time in the valley, just one shepherd with the goats once a week coming to the river, but nobody, nothing else, no electricity, no water, nothing. And we started from zero and then built up one hut. From the rent of the first hut, we invested in the second one, and so on and so on. So until it is like it's now, it took now 20 years, and yeah, we're still happy with it. Yeah, now there are a lot more camping, so the people who come here have more options also to stay, and also it's necessary because there are a lot more people coming here, so we cannot host all the climbers who come here. Now we have a lot of routes here in the region, so there is in Geekberry, depends a little bit if you count the extensions separate or not, something between 800 or 1200 routes. If you also include the areas which are reachable very fast in like half an hour go with the car, then I think it's far more than 1500 even. And what's the character, the specialty here? It's that you can find everything. It's not only athletic climbing. You can go and have crimps in Anatolia and corridor sector. You can have super athletic roofs and stuff in Trebena sector or here. You can have pockets, crimps, slabs, everything. Crack climbing, whatever you like, you can get it here. So that's like the special thing. You can have an 8C next to a 4+. That's so various here, and that's very unique, I think. Hello, I'm Duygu Hauk. I'm living in Geyikbayırı, and we run the camp in Geyikbayırı with my husband together. It's called Yozito Guest House, and I've been living here nearly 10 years, but I've been coming here since 2002. I was living in Istanbul and I was traveling a lot for climbing, and then for sure it was a new place and we really wanted to discover the area, and that's why Geyikbayırı became one of my favorite places for climbing in Turkey. The climbing still here. Actually, you can find every style in Geyikbayırı. For sure, Geyikbayırı is really known place with the tufa climbing, but in the same time you can find cream climbing, some for sure roof climbing. A lot of style you can actually combine here in Geyikbayırı. Also, what I like in Geyikbayırı is really athletic climbing. It's not just like a kind of girly climbing. It's really good athletic climbing you can find in Geyikbayırı. Like the big holds sometimes, big moves like roof climbing, long tufa climbing, really athletic routes you can find here. Actually, Geyikbayırı is a really nice place to start this kind of route to climb for women, because Geyikbayırı is really friendly bolted area. For even beginners, they can start here easily, because really I tell you that I traveled a lot also in the world, but Geyikbayırı is really friendly bolted, and we use really nice material for bolting, and we check all the time anchors, we rebolting if something we see dangerous. We try to our best, and for the other climbers, for the girls, I mean, I really recommend the girls that also they can start this kind of climbing. It's much more fun. You can enjoy, like kind of you do acrobacy on the routes. They should just need for sure self-confidence first for themselves, and then after start the climbing, they will improve. But for sure, for this, you need a time. You need to learn how to move against the gravity. This is really important. It's not coming first day. You need a time to learn this. But in my opinion, just trust yourself and try kind of three-dimensional climbing. You will have more fun than just like usual climbing,
small creams like this, like leather. You just step on the ladders. The other climbing is for sure my favorite. My name is Daniel. I am from Germany, and actually I cycled here from Germany. Our actual plan was cycling to Japan, but borders are closed, so we found this beautiful place in Geikbayri here. They have really lots of routes you can climb, and in the beginning we were thinking about maybe we stay 1 week, but now we stay here since November, so more than like 3.5 months now. And I really recommend this place because weather is great, it's so nice here, you can do lots of activities, climbing, hiking, you can go swimming in Antalya, and what we really like is it's so open. We meet actually really nice people here, people are open-minded, friendly, and there's a nice camping area also. We stayed here in the tent for, like I said, since November. We have a blog, and that's why we work online because of our travels. We traveled for 5 years on bicycle, and during our rest days we go down to Antalya because there is really nice. You can do lots of things, and also the old town is really nice. We work down there online, and then we go up here for 1 week and start climbing again. So it's always a mix of being in Antalya in the city and being here in Geikbayri. Hi, my name is Melanie, and I'm traveling together with my boyfriend Daniel. And actually I started rock climbing here. I had no experience before. We are from Germany. There we did a little bit bouldering stuff, but not. So I started here, and it's perfect for beginners. You have grades like 4. You can really easy start with, and then you can continue with higher levels, and it's good for, Hi, my name is Rino. I'm 32 years old. I'm from Switzerland. I'm in Geikbayri for the second time now. I have been here in December for the first time for 2 weeks of holidays with my brother. I went back home to Switzerland, and as you know, COVID, everything shut down. So I just decided to take my computer, and I came here, and I'm here now since 2 months. So I still work 100%, and in between I try to climb as much as possible. I try to enjoy the time with the people here, and just being outside is so cool, and the climbing here is amazing. I chosen this place because first of all it's easy to reach. You can fly to Antalya, and from Antalya you can take the car, and within 40 minutes you are like out of the city in the rocks, and you have beautiful camps here as the Yosito camp where I stay. You have a lot of diversity in climbing. I mean, you can walk to the cracks like in 1 minute, and you can climb some easy routes on slabs, but you can go to Trebena where you have like this crazy 3-dimensional climbing on tufas. And you have a little bit of everything here, and this is what makes it so interesting for me. And the rock is good quality, it's not polished, you have foot bolting, and you see that the people take care of this place, and it's just fun to climb here. Hey, I'm Vivian, I'm from Switzerland, I'm 22 years old. And I'm here for climbing. So a friend of us, Rino, is also from Switzerland. He's already here for over 2 months, I think, and he decided not to come back to Switzerland, so we decided to come here to visit him and climb with him. So yesterday was our first day. I'm not in the best shape, so it was a little bit hard, but I hope to get better in the next days and hope to climb some hard stuff. Really beautiful camping here, and I like to spend some days here. The rock is
special but really nice, and I think I will learn a lot here. And it's really nice to have the sun out and to enjoy the beautiful weather. So I am Sina, I am from Switzerland, and yeah, I climb a lot. I study psychology, and yeah, I also compete in ice climbing. Well, it's really nice. It's such a nice place with great nature and great rocks, of course. And also the camp is so comfy and nice. No, well, it's a bit harder now because I didn't train as much as I maybe did last year, but it's still just the pleasure of climbing again is much higher because you didn't touch so much rock in the last time. Yes, I had. So we have a lot of rocks in Switzerland, of course, and these were all the time open, I think. So yeah, I went quite a bit, but I had a little accident with my hand, so it took a lot of rest and did some easy stuff, but still not nothing. Меня зовут Маша. Я вообще из Красноярска, но где-то около 3 лет переехала в Турцию. Живу в Гейкбаире или в Кемере. Ну, я переехала, потому что мне здесь понравилось. И, во-первых, здесь гораздо теплее. И я вообще здесь провожу осенний, зимний и весенний сезон, а летом приезжаю в Красноярск обратно. В районе Анталии, кроме известного на весь мир района Гейкбаири, который находится в горах и не очень близко к морю, около 20 километров, есть также возможность поехать в не менее прекрасный район, который находится около 70-80 километров от Анталии, Олимпос, Чаралы. Все сектора находятся практически рядом с морем, и можно полазить, а потом пойти покупаться, совмещать, в общем, отдых на море и лазание. Очень хорошо подходит для отдыха с детьми, потому что дети очень любят купаться, но не только, и взрослые. Поэтому рекомендую, если вы хотите совместить отдых на море и скалолазание, приезжать в эти районы. Сегодня мы лазили в Олимпосе в секторе Дженет. С турецкого переводится «небеса». Этот сектор в тени находится большую часть дня. Лазание где-то с октября по май. Необычно для Турции, необычный сектор, потому что он вертикальный, слабое нависание, такой очень похож на зеркало, такой очень гладкий. Вообще Олимпос и Чаралы – это 2 соседних поселка. Если вы хотите лазить и жить, можно либо в Олимпосе остановиться в любом из пансионате, либо в Чаралы. Я бы рекомендовала остановиться в Чаралы, потому что там очень большой выбор маленьких пансионатов, кемпингов прямо на пляже, на берегу, практически море находится. И оттуда уже можно ходить в разные сектора. Около 300 маршрутов, наверное, находится в этих районах, Олимпос, Чаралы. И есть что полазить, можно даже неделю-2 пожить или дольше. Турция мне очень понравилась. Во-первых, это очень красивая природа, шикарные скалы, разнообразные, нависания, потолки. В России такого точно нет. Турция очень доступна, недорого, и я здесь проживаю, оформляю вид на жительство. Это очень легко сделать, и можно год жить без всякой визы. Сезон лазания в районе Анталии с октября по май. Очень много народа приезжает. Если вы остановились в Гейкбаире, вы можете даже приехать один или одна и без проблем найти напарника прямо в кемпинге. Можно найти друзей, попрактиковать английский. Очень хорошее место. Кроме того, что это прекрасное скалолазное место, в Турции еще много чего интересного. Тут много как природных, так и культурных достопримечательностей. И в дни отдыха интересно посетить эти разные места. Я всегда говорю, дело было так. Поехали мы в Турцию
отдыхать с культурной программой. И все, наверное, много слышали про Ликийскую тропу, и мы решили это провернуть не полностью Ликийскую тропу, но ее участки с детьми. И я вам скажу, что это того стоит. Можно приехать полазать, но можно и параллельно ходить пешие траверсные. Пешие участки, они очень красивые, очень живописные. И поверьте, это вам запомнится прямо в памяти и врежется надолго. Путешествовать можно по-разному. Мы ездим в горы, лазаем на скалы, но такие прогулки тоже нужны. Небольшие, там километров по 20 в день ходить, поэтому даже достаточно. Можно спокойно полазать, покупаться на море, сходить, и эта тропа, считаю, очень долго длится, от Алюдениза до Анталии почти. Поэтому можно на любом участке приезжать, что-то поделать для себя, посмотреть достопримечательность и пойти по тропе. Дети там у нас сейчас довольно-таки большие, там 13-14 лет, но они такие. Мы только что шли, змея, я прямо проходил видео, снимал, и прямо змея вылезла из раскопок. А я прямо прошел мимо змеи, даже не заметил, а все увидели ее. Поэтому и черепахи, и змей, тут животных много. Тут надо так аккуратно. Сейчас они с нами не пошли, только из-за того, что змею увидели. Это очень качественная молочная продукция. Очень много всяких орехов, сухофруктов, фруктов, прямо все растет прямо во дворе. Соответственно, свежевыжатые соки тебе там за незадорого делают, почти за бесплатно. Ну, это круто. Достойное место для путешествия. Достойно, экономически нормально. Я бы сказал, что это недорого по сравнению с Европой. Это можно сравнить с путешествием по России. Вот так я бы сказал. По деньгам. Даже где-то подешевле. Хочется сказать, что большинство людей воспринимают Турцию как такой отельный отдых, отдых на пляже. И мы тоже, на самом деле, когда сюда ехали, подумали, мы же едем в Турцию, надо остановиться где-то на пляже. Сняли отель, сняли автомобиль и каждый день приезжаем сюда. Но со временем поняли, что не так уж и плохо было бы остановиться, например, в кемпе здесь. Турция за пределами отелей, она совсем другая. Она какая-то позитивная, жизнерадостная, безумно вкусная. И вот этот вот турецкий колорит вперемешку с скалами, красотой, пейзажами, да, и это все очень здорово. И здорово, что есть выбор, что с одной стороны я могу приехать, заселиться в кемпинг, да, и быть в тусовке скалолазной, а с другой стороны я могу снять также автомобиль и каждый день 20 минут от моря до скал туда-обратно, и это очень классно, вот эта мобильность. Я выбрала Гейкбаирия, потому что я никогда еще до этого не была в Турции, но очень большое количество моих скалолазных друзей были здесь, и отзывы были исключительно положительные. И у меня просто даже не возникало сомнений, что сюда стоит ехать. Здесь можно жить в палатках, можно в своих, приехать со своей палаткой, если своей нет. У нас был такой случай, что моя палатка потерялась, я приехал без проблем, взял здесь палатку местную. Они дают, стоит это там каких-то, не знаю, пару евро. Матрацы, одеяло. Даже если ты приезжаешь со своей палаткой и со спальником, но тебе холодно, вот мы так сделали, взяли одеяло, нам без проблем дали. В палатках стать комфортно, на деревянных поддончиках. Все, ты не в грязи стоишь, если идет дождь. Также есть бунгало самые разные, есть маленькие такие, есть побольше на компанию. Таких несколько видов жилья. В плане быта и комфорта здесь тоже все есть. Горячая вода есть постоянно, утром и вечером, до позднего вечера. Пока что еще не было такого, что мы пришли в душ и не было горячей воды. Ресторан, можно там заказать себе что-нибудь. Не знаю, ничего не заказывал, но говорят, что там вкусная пицца. В общем, там можно заказать себе завтрак, ужин. Мы готовим самостоятельно на кухне. Очень много людей, которые работают в IT-индустрии и не только. И постоянно видишь, как кто-то сидит за компьютером там целый день. И здесь есть Wi-Fi.
который достаточно сносный, на котором можно поработать, созвониться, даже можно попытаться скачать фильм, что-то посмотреть, но также здесь достаточно просто купить в городе сим-карту. Не стоит его покупать в аэропорту, потому что цены завышенные, а в городе можно там Vodafone или Turkcell попросить именно какой-то туристический тариф, и вы приобретете сим-карту, которая будет работать 3 месяца. Можно купить пакет 20 гигабайт, их вообще хватит вам на все время пребывания. Связь на скалах ловит хорошо. В Турции восхитительного качества еда, особенно локальные овощи, фрукты. Так как здесь более теплый климат, то в теплицах клубника растет круглогодично. Мы ездим всегда по вторникам закупаться в район Анталии, который называется Коньялти, и там есть рынок хурма, поэтому туда можно приезжать, закупаться на всю неделю супер хорошего качества вкусняшками. Также локальные сладости помогут набрать вам парочку кило за ваше времяпрепровождение, но от них не стоит отказываться, потому что это того стоит. Я сейчас нахожусь в своем максимальном весе, и это мне вообще не мешает пролезать сложные проекты. Также в Анталии есть супермаркеты, Migros, Carrefour, они бывают разного размера. Есть прям гипермаркеты, в которых вы можете купить самые разнообразные продукты, всякое соевое молоко, глютен-фри что-то, может, если вы не едите, там мясо, что угодно. Так как мы мобильны, мы на машине, мы, естественно, каждый день заезжаем в город. Анталия очень большой город, очень колоритный, очень много магазинов, очень много кафешек. Да, еще встречаем много экспатов, в основном это русские, у кого удаленная работа, кто здесь живет, с нами живут там 4 или 5 пар, например, в отеле. Ну и, в принципе, ощущается, что здесь очень много русских, естественно, местные почти все говорят на русском. Еще про старый город хотел сказать. Ну вот мне нравятся такие районы города. Ну, поскольку туда заходишь, гуляешь и смотришь, и ну как-то видишь историю, если можно так выразиться. Ну, достаточно интересное такое место. Просто прийти погулять. Очень красивые виды открываются. И если, допустим, не хочется ехать в город, можно сделать небольшой трек по альпийской тропе. Вот мы недавно узнали, что она здесь начинается. Это было для нас вообще шок. Либо просто здесь в пешеходной доступности есть заброшенный античный город. Можно туда сходить. Да, нашли его совершенно случайно в телефоне Требена. Тут есть сектор, так называется, и я так предполагаю, что как раз в честь этого античного города. Но он достаточно интересно, там такой вид открывается на всю вот долину, на Анталию, на деревню, на сектора. Ну, это очень, да, очень захватывающе. На самом деле Гейк-Баири и окрестности – это природный парк. Здесь очень богатая фауна. Вообще Гейк-Баири переводится как «склон оленей». И здесь обитают олени, здесь обитают какие-то дикие кошки. Олени я встречала, да. Когда мы гуляли, мы ходили на гору Гейк-Сивриси, и мы видели издалека оленей. Ты можешь поехать днем на море, а потом мотнуть в горы и пройти небольшой трекинг по такой уже более северной холодной природе. Там, где будет хвойный, будет снег, высоко, ветер и все такое. В этом плане Турция имеет неповторимый климат, который заключается в том, что ты можешь в один день покататься на лыжах в горах в 40 минутах от кемпинга, а на следующий день лазать в шортах и майке. My name is Serkan Ercan. They call me shortly Seko. I am born and raised in Istanbul, Turkey.
So basically I live in Istanbul and sometimes I visit Geyik Bayırı for climbing, like everyone. Yeah, I have been earning my life with setting for sure, and I had a chance to set in IFSC competitions also. I got certification 2008 in Australia. If you look at the good climbers or the competitors or national athletes, actually they are having the outdoor climbing period, and also most of them is doing their holidays outdoor climbing too. So it's the very important balance for them to heal their mind, body, and also add the important details to their climbing to bring to competitions or indoor lines. So that makes very, very important sense. Also, if you try to climb tense on the routes, if you try to pull everything is hard, or if you feel really intense in your arms or body, you cannot make the moves as the movement needs. So you will waste so much energy between each move. So we don't need this. We really need to be optimize everything to use that energy we have perfectly until the chain. So that makes sense. You need to be relaxed. You know, it doesn't mean you shouldn't hold really strong and well, but in your mind and in your body you should feel relaxed. And it started like before, you know, if you put so much stress previous evening, oh, I should wake up at 6 o'clock, then 6:30, the breakfast need to done, and then I need to this, that, then this is not relaxed to me. You know, we are humans, so it's not like a military service issue. You know, that's I believe, yeah. Your project is very difficult for you, my project is very difficult for me. So we actually effort the same amount of energy, you know. So everyone is hardcore climber for me if they keep climbing that way. Doesn't matter if you climb 9B, you know, it's just a number. Your 9B is 6B maybe, but it's your 9B because it's your hardest. So I don't like to categorize, criticize the people, or also to make a discrimination about the people's status in the climbing community too. Yeah, this is very, very, very important for me. This is my opinion about general climbing, because it's a material thing. The numbers are kind of a material thing. So materialism is killing the spiritual part of the nature. So we need to keep this spirit to be happy in the nature, not just the materialist. Yeah, this is very important. Today we can climb 7C because we are not fit, you know, but I am still happy. But 1 month later I can climb 8C+, and it's the same thing because yesterday this was my performance, and then 2 weeks later this is my performance. I am still same guy, nothing changed, right? Yeah. That number cannot change me. So people are forgetting this a lot. This is very important. Yeah. That's all. First of all, I can suggest every climber to go outside, because the main important thing in climbing is climbing in nature. Indoor is, for me, for my opinion, I can say, maybe it's rude to say like that, but it's an illusion. So everything is changing every week. So it's just a training tool. You can still enjoy and meet with the people and use that indoor opportunities for yourself, like going to the box and make a CrossFit is similar to me. But the main goal is always go to the outside and be part of the nature. Share with the people. As I told you, try to get relaxed and be happy. So the most important two things, like be part of the nature and be happy. So I can wish them for sure to catch that feelings, because I catch that long time ago, and that's the reason I'm stuck on the climbing. So this is very necessary.
if they get that feeling once, I am sure they got the virus in their veins, then it's never gonna leave them. The part of the climbing is the traveling. So the travel is can provide you to have a new friends and meet with the new people and learn about other cultures, a chance to taste the other kitchens from the world in everything, you know. So they shouldn't be afraid to try, you know, the part of the world, part of the people, part of the climbing, and enjoy the beautiful mother nature. So just try to be part of everything, you know. This is very necessary. Yeah.